Снегоходы к тест-драйву готовы. Значит, 230 кубов. Облегченка 150 обычный. И 460 кубов облегченка. Движок Лифан. Там 157, там 230. Гусеница 136 дюймов длина, шип 45. Здесь не знаю, короче, стандартная динговская 24 грунтозацеп. Здесь 137 дюймов длина, грунтозацеп 67 миллиметров. Сейчас будем смотреть, как по накатке идет. То есть 230 и Лифан.
Как уже заметили или кто-то не заметил, как бы внесу корректив. То есть у меня мягкий шип и лифан, короче, не может зацепиться с дорогой, чтобы нормально стартануть. На том снегоходе шип твердый, и он не мнется. За счет этого он на старте уделывает быстрее. Ну и плюс динамика двигателя. Но потом снегоходы выравниваются и идут плюс-минус на одной скорости. Сейчас мы вам продемонстрируем, что гусеницы буксуют. Как заметили, подрыв неплохой у обоих снегоходов, то есть с места они берут хорошо, взрывает все нафиг такими шипами, то есть тяговитость мотора у обоих на высоте. Сейчас поедем посмотрим в Пухляке, как они будут стартовать с места, как идти, ну и на Великую Горку. Горку или что? В этого? Я не сейчас домой. Блядь, если упаду, ебан, я не умею.
Снега у нас нет такого большого, поэтому экспериментируем то, что есть. Вот смотрите, почти по колено. Вот по такому пухляку. Леня, вот так вот. Сейчас посмотрим, как с места возьмут. Но шипы все выгребает из-под себя. Лифан как бы мощность места берет, но он буксует. За счет этого он не может. Давай рядом. На, снимай. Сейчас посмотрим, как они стартанут с места. Наблюдаем за шипами. Возможно, кто-то из-за этого проиграет, чтобы гребает из-под себя. Лифан и 230 движок идут, в принципе, достойно, оба одинаково. Что по твердому, что вот по такому пухляку. Сейчас поедем, еще посмотрим, как в горах пойдет. Стало уже темнеться, качество видео будет не очень. Ну, смотрите, как уж есть. Прибыли на нашу показательную гору. На видосах она очень маленькая, в реале она очень большая. Прям вообще. Ты, Леня, спускайся. Вот покуда? Оттуда? Прямо, прямо. Так, да?
Нет. У Шипана Лифановича шип мягкий, он буксует, выгребает из-под себя. Здесь шип потверже, идет получше, ну и динамика разгона быстрее, за счет разгона вывозит. Не страшно, где нахуй, вот по накатанному уже, там ебашит. Право на ошибка нет, куда полетит. Все? Ошибаться нельзя, только прямо задом. Если только в бок пошел, все, тормоза и зад.
Ну и все, напоследок еще послушайте рев мотора, затупление, динамика и так далее. Давай, Леня, покружись вокруг тут недалеко, чтобы было понятно, там с места, подрывы, затупления и так далее. Мотор не чахнет. Верхняя звездочка на 22 зуба. Нижняя на 14. Лене стало жарко, он решил искупаться в снегу, чтобы немножечко себя охладить. Мотор вообще не просаждается нисколечко при нагрузке. Все, на сегодня наш тест-драйв закончен. Ну что, Леня, расскажи что-нибудь. Ну, офигенно прям. Не ожидал даже. Пушка получилась. Ну, считай, как надо, среднячок. По поводу, оборотов и динамики. Что не тупо там тяговый какой-то вялый мотор, нет. Просто он и тянет во всех диапазонах как-то одинаково примерно, мне нравится. Не знаю даже, что еще добавить. Ревет еще. Прикольно. Ну, короче, результатом доволен, да? Да, результат вообще огонь. Переделка у тебя встала 55 мотор, десятка кит. И там мелочевка, наверное, какая-нибудь, еще пятерка, да, где-то. Глушитель, да что-то. Ну, мотор поправить, если так. А, ну ты все вместе, и да, мотор еще поршневой, росточка, поршневой же еще была. Ну да. Росточка сколько вышла? Росточка, так, 2000. Поршень доработать, поршень 1500. Ну, плюс 3500. доработать его. Ну, короче, движок 70 где-то, да, выходит. Оно так и есть, Игус блок 80. 150 тысяч денег. Ну, плюс амортизаторы, киёши и так далее. Такая мелкая настройка по тюнингу. Ну, сейчас-то вообще пушка, если в целом про снегоход, не про движок, в целом про снегоход. Сейчас вообще, я считаю, сбалансировано, мне больше не надо. Как бы, ну, не вижу смысла, вообще прям огонь. То есть такой мини-горник получился полноценный, да? Да, да, он сейчас, у него обороты сразу, мне нравится, как он раскручивается. Ни один, наверное, движок так не раскручивается. Ну, вот из линейки Динго. Но здесь, видишь, еще и поршень облегченка стоит. На монолитном поршне такого бы не было. Он бы был как раз такой, как бы, это монотонный двигатель. То есть какие-то бы обороты выбирал и работал бы в одну мить. Ну, в общем, с Лифаном в тягловом они схожи, но по динамике выигрывает 165, потому что у него маленький маховик, ему раскручиваться не надо. На Лифане тяжелый маховик, ему надо раскручиваться. Там 460 кубов, здесь 230, ну плюс облегченка, там еще где-то кубов 10, 240 пусть будет. А реальный объем по ходу поршней по объему то 230. Вот. Ну, кому как. В общем, для старичков, кому поездить, там не нужна динамика, драйв. То есть Лифан 20 вполне подходит. Испытанный он нормально. Уже в том году и в хвост, и в гриву получал. Ограничителя нет. Карп обычный, плоскодроссельный, мотоциклетный. По скорости, то есть звезды выгаданы примерно так, что тяги очень много. То есть порезана скорость на тягу. И при этом он где-то идет 58 км в час. Этот движок сейчас по тяге и
по скорости, то есть звезды стоят примерно в таком же диапазоне, то есть тоже едет так же. Поставили градусы на малых 13, на больших 35. Я считаю, многовато, пластину буду укорачивать, либо сдвигать, чтобы было на малых 5, на больших 25. Либо, если будет плохой там запуск или работать как-то некорректно, то пластину просто укоротим, не дадим ей столько опережения, то есть на малых оставим 13, а максималку порежем до 25. То есть зажигание УОС здесь от 165 поставили. Оно такое нормально работает, но надо выставиться. Я до этого ставил 25. Как бы нравилось больше. На 35 большая детонация при нагрузке. Поэтому я считаю, надо это уменьшить. И на тягловости двигателя это не сказывается. То есть было 25, сейчас 35, он без разницы. У него тяга не повысилась от добавления 10 градусов. У меня еще что-то проскакивать цепочка стала, поэтому сегодня не мог показать полный разгон и динамику двигателя. То есть проскакивала звезда в больших нагрузках, как вот при выходе в гору. Начинает проскакивать, и все, и шип мягкий, он мнется, выгребает из-под себя то, что силы в моторе много, он идет не в натяг, а с силой. И поэтому на этом, на 45-м результат получше получился, потому что здесь шип не гнется, он такой жесткий, ну и двигатель разгоняется пободрее, и снегоход полегче, соответственно. Там все-таки двигатель, редуктор, вариаторы потяжелее, но не намного. В принципе, оба аппарата стоящие. То есть хотите, ставьте Лифан 20-ку, если кто-то хочет переделываться. Хотите, ставьте вот такой, но здесь заморочек больше, и запчастей как бы найти посложнее. Но вот для меня, например, если бы погонять, то 230 было бы прикольно. Вот именно расточенный, что на 70 мм поршень и облегченка. То есть погонять на таком прикольно. Легкий такой грунтозацеп хороший, маневренный снегоход. А если просто передвигаться, то Лифан будет, я считаю, лучше. У него тягловости все равно побольше, ему полегче. Ну, в общем, все как-то так. На сегодня наш тест-драйв закончен. Я думаю, да и в принципе вообще серия по этим двигателям, наверное, закончена. С Лифаном, скорее всего, тоже уже закончил. Почти что доделывать нечего, все уже сделал. И щитки, и электронику, и все. Если будет делать нечего, то, возможно, я модуль передний вместе с двигателем, то есть монолитно продам. Оставлю только гусблок себе, а передок кому-то продам. Себе куплю снова раму и буду ставить еще какой-то, может, двигатель для экспериментов, водянку. Что там у нас, какой, Леня, движок-то лежит? 173, да, водянка? Вот, возможно, его будем ставить. Ну, может, еще какой-то вытащим с Китая. Этот движок тоже с Китая вытащили, 165-е. Ну, это все так, примерно может быть так. Может, все я оставлю, куплю еще раму и двигатель, а это останется. Ну, поживем, увидим. Все, всем пока, спасибо за просмотр. То есть родной Динго все видели, это вообще самокат получается по сравнению уже с этими аппаратами. Это как бы такие бюджетные снегоходы, которые содержать в принципе недорого. Все стоит копейки. Ну, в плане расходников, то что на иномарку там все просто в разы, в десятки раз дороже. Здесь все копеечное, то есть можно гонять, разбивать, ремонтировать и дальше. Ну, а Динго уже как бы вообще самокат получается, только для передвижения с точки А в точку Б, но ему и то тяжело. То есть 150 движок вообще как бы уже в прошлом. Тюнинговать такой двигатель тоже не вижу смысла, потому что камера хождения газов у него маленькая, картерных. И когда немножечко поршневая похуже это попадается и пропускание больше, начинает плевать масло. Решить можно зааргонить крышку, сделать ее больше, клапанную, то есть, ну, повыше. То есть взять еще одну такую крышку, эту выпилить и то и как бы добавить. То есть сделать ее побольше, как вот на 161-м. Он же такой же движок, по сути, как 157-й, но у него такой болячки нету. Вот. Ну, а так вообще 150 он уже как бы затюненный, 125 считается. То есть 125 был, его до 150 раскачали заводом. Выше я не вижу смысла вообще тюнинговать такой мотор, ресурс будет ограниченный. Ну и не даст он того эффекта, что вот дает, например, этот двигатель. По деньгам, в принципе, выйдет то же самое. Тот купить, конечно, подешевле и переделок поменьше. Но он не даст того, как здесь. Здесь стоит плоскодроссельный карп. Все как мы любим. Облегченный поршень. И передаточное число примерно на глаз выгаданное. То есть вверх 22. Это если на вашей на звездочной ходовке, на цевочной это 20. Потому что цевочные звезды больше и разница там в 2 зуба получается. Низ 14. Вот представьте, если туда поставить 22-ю звездочку наверх, то он просто не поедет.
На лифане у меня, по-моему, 14 вверх и низ, 36, наверное, зубов. Но есть куда резать вообще на лифане. Можно там 28 там поставить, 30. Если градусы на зажигании подвинуть на 25 или на 20, ну максималка, чтобы была поднятие, то нормально будет, детонации не будет, и при нагрузке вполне будет силы много, соответственно он и поедет быстрее. 70. В том году у меня он ездил быстрее, не знаю с чем связано, пока выясняю. Он сейчас, у него раскрут до 5000, ну там 5500, 6 иногда поднимает и все. Но при движении он раскрутить столько не может, словно у него какой-то ограничитель. То есть он до этих оборотов прямо с места газ нажал, он сразу же эти обороты берет. Вы видели на видосе, как на это начинает из-под себя гусянка выгребать, и все выгребает, пока он скорость там 20-30 не наберет, и только тогда сцепление начинается нормально, и он идет уже взаимодействие с дорогой. То есть обороты двигателя и гусеницы, ну, в зацеплении идет. А до этого момента он все идет со шлифами. Ну, есть еще куда двигаться, есть еще к чему стремиться, что-то подделать, доработать. Но в целом вот результат пока такой. То есть вот это уже готовый снегоход получается. Я думаю, что такой снегоход устроил бы всех. Ну, для любых вообще целей. Для рыбалки, для просто погонять. Вообще нормально. Подножки все, наверное, помните. Злые. Вообще четкие. Нога не скользит, на них держится. Сделаны полностью из ребухи, легкие. Глушитель от питбайка стоит. Рев такой прикольный. То есть прямоток получился и не такой противный.